Когда вы засыпаете, ваш мозг вовсе не переходит в пассивный режим, как принято считать, а наоборот, активизирует глубокие и загадочные процессы, которые даже сегодня остаются до конца неизученными. В качестве исследователя сознания сон – это не просто отдых, а сложный механизм, благодаря которому ваш разум ежедневно перестраивает внутреннюю реальность, тестирует возможные сценарии и даже ищет решение сложных задач. Однако, что именно происходит с вашим сознанием в эти периоды, до сих пор является предметом жарких научных споров и мистических предположений. Сначала рассмотрим, что же происходит на физическом уровне в моменты, когда мы погружаемся в сон. Современная нейронаука выделяет несколько ключевых фаз сна: медленно-волновой, глубокий и быстрый REM-фаза, каждая из которых сопровождается уникальными изменениями в активности мозга. Глубокий сон характеризуется замедлением мозговой активности и преобладанием дельта-волн. Именно в этой фазе мозг занимается восстановлением физического состояния организма, укреплением иммунной системы и регенерацией тканей. Но настоящие чудеса начинаются во время REM-фазы, когда мозговая активность стремительно возрастает и по своей интенсивности сравнима с состоянием бодрствования. Именно на этой стадии человек испытывает самые яркие, реалистичные и сложные сновидения, которые иногда невозможно отличить от реальности. При этом в парадоксальном сне REM ваше тело временно парализуется специальными механизмами, которые блокируют движение мышц, предотвращая непроизвольные физические реакции на сновидения. Здесь важно отметить такой феномен, как сонный паралич. С научной точки зрения, это состояние объясняется нарушением механизма синхронизации работы мозга и тела. Человек уже проснулся, но мозг продолжает посылать сигналы, блокирующие движение. Это приводит к пугающему переживанию полной обездвиженности при сохранении сознания, часто сопровождаемому галлюцинациями и ощущением присутствия чего-то сверхъестественного. Исследования показывают, что хотя сонный паралич совершенно безопасен, его переживания невероятно реалистичны и могут серьезно повлиять на эмоциональное состояние человека. Почему же во сне мы воспринимаем реальность так иначе? Одно из научных объяснений связано с особенностями работы префронтальной коры мозга, ответственной за критическое мышление и логику. В состоянии сна эта область значительно снижает свою активность, позволяя бессознательному проявляться свободно, без привычных логических ограничений. В результате наши сны приобретают странные сюжеты, нарушают законы физики и пространства, а восприятие времени искажается настолько сильно, что минуты могут ощущаться часами или наоборот. Другой важный научный факт – это взаимодействие сна и памяти. Исследования подтверждают, что именно во сне мозг активно занимается консолидацией воспоминаний, сортировкой информации и интеграцией нового опыта в долговременную память. Ученые из Гарварда и Стэнфорда доказали, что люди, которые регулярно спят полноценно и качественно, демонстрируют значительно лучшие результаты в когнитивных задачах и обучении, чем те, чей сон нарушен. Еще один любопытный аспект заключается в том, что мозг во сне способен активно решать сложные проблемы, с которыми человек столкнулся в бодрствовании. Известно много случаев, когда великие открытия или идеи приходили к людям именно во сне. К примеру, химик Дмитрий Менделеев увидел периодическую таблицу элементов во сне, а физик Нильс Бор нашел модель строения атома именно благодаря сновидению. Наука подтверждает, что в фазе REM сна мозг генерирует множество новых нейронных связей, помогая человеку увидеть привычные вещи под новым углом. Однако научный подход не всегда способен полностью объяснить все странности и феномены, которые люди переживают во сне. Исследователи сознания и мистики указывают на то, что некоторые переживания во сне,
такие как осознанные сновидения, встречи с умершими людьми или предсказания будущего, выходят далеко за пределы простого объяснения работы нейронов и синапсов. С мистической точки зрения, сон является не только физиологическим процессом, но и пространством, где сознание освобождается от телесных ограничений и способно соприкасаться с другими уровнями реальности. Таким образом, сон становится уникальной лабораторией сознания, где наука и мистика переплетаются в одно целое. Ученые уже давно признали, что простое материалистическое понимание сна недостаточно для объяснения всего многообразия его феноменов. Исследования, которые проводят ведущие институты и лаборатории мира, сегодня направлены на изучение связи между состояниями сна и глубинными аспектами сознания, которые могут лежать за пределами нашего привычного понимания реальности. Учитывая все эти факты, можно смело утверждать, что сон – это далеко не пассивное состояние покоя. Наоборот, это чрезвычайно активный, важный и таинственный процесс, через который наше сознание ежедневно проходит глубокую трансформацию и самоисследование. Открывая секреты сновидений, сонного паралича и искажения времени, мы начинаем понимать, что каждый сон – это не просто отдых, а своего рода портал к новым возможностям и скрытым знаниям о себе и Вселенной, в которой мы живем. Теперь, обладая этим глубоким научным и мистическим пониманием того, что происходит с нашим сознанием в процессе сна, мы готовы перейти ко второму блоку, где детально рассмотрим осознанные сновидения как инструмент управления своим сознанием и выхода за пределы привычной реальности. Готовы ли вы открыть двери в этот новый и захватывающий мир? Блок 2. Осознанные сны – дверь к неограниченным возможностям сознания. Как исследователь сознания и нейронауки, посвятивший много лет изучению измененных состояний и возможностей человеческого разума, я подтверждаю, осознанные сны представляют собой одну из самых интригующих и мощных практик, известных современной науке и древней мистике. В отличие от обычных сновидений, когда человек не осознает, что он спит, осознанные сны – это состояние, при котором вы понимаете, что находитесь внутри сна и можете полностью контролировать его сценарий. Но почему это важно и что именно происходит в мозге человека во время такого необычного состояния сознания? С точки зрения современной нейробиологии, осознанные сны возникают в результате необычной активности мозга, когда одновременно активны зоны, ответственные за сознательную рефлексию и самоанализ, а также области, отвечающие за восприятие и генерацию визуальных образов. В фазе REM сна, обычно характеризующейся отсутствием логики и критического мышления, префронтальная кора, область, отвечающая за критическое осознание себя, неожиданно становится активной. В результате человек начинает осознавать себя внутри сновидения, что и дает ему возможность влиять на происходящее. Эти удивительные состояния не только будоражат воображение исследователей, но и подтверждаются строгими научными экспериментами. Например, ученый Стивен Лаберш в Стэнфордском университете провел знаковое исследование, в котором люди во время осознанных сновидений смогли выполнять заранее согласованные движения глаз, подтверждая тем самым, что они полностью осознают себя во сне и способны контролировать происходящее. Это открыло целое направление исследований и заставило научное сообщество пересмотреть прежние представления о природе сновидений. Почему осознанные сны становятся важным объектом изучения и практического применения? Прежде всего, это связано с невероятными возможностями, которые открываются для саморазвития и личностного роста. Во время осознанных сновидений человек получает прямой доступ к своему подсознанию, может общаться с глубинными аспектами своего сознания, исследовать страхи, комплексы и травмы, получая возможность исцеления на уровне психики и тела.
Исследования показывают, что регулярная практика осознанных сновидений способна существенно снижать уровень тревоги, депрессии и даже помогает бороться с хроническими болями. Кроме того, осознанные сны могут быть использованы в качестве уникальной среды для отработки навыков и решения задач, связанных с реальной жизнью. Ученые доказали, что тренировка моторных и когнитивных навыков во сне позволяет улучшить результаты в реальности. Например, спортсмены и музыканты, которые регулярно используют осознанные сновидения для тренировки и повторения навыков, значительно быстрее добиваются результатов в бодрствующей жизни, чем те, кто этого не делает. Существует также глубокий мистический и духовный аспект осознанных сновидений. Многие древние традиции, такие как тибетская практика йоги сна, шаманские традиции коренных народов, считали осознанные сны не просто развлечением, а священным путем духовного развития и расширения сознания. В этих традициях осознанное сновидение рассматривается как ключ к пониманию своей истинной природы и выходу за пределы обыденного восприятия реальности. Как можно достичь состояния осознанности во сне? Научно доказанные техники включают в себя практику проверки реальности, дневники сновидений и регулярные ментальные установки перед сном. Проверка реальности заключается в том, чтобы регулярно задавать себе вопрос в течение дня: «Сплю ли я сейчас?», тем самым формируя устойчивую привычку к сомнению в реальности происходящего. Когда эта привычка закрепляется, человек начинает автоматически задавать себе такой вопрос и во сне, что приводит к пробуждению в сновидении. Дневники сновидений помогают улучшить память о снах и тренируют способность к осознанию себя во сне. Чем более детально вы записываете сны, тем больше ваш мозг привыкает обращать внимание на внутренние переживания и детали сновидений. Постепенно вы становитесь более внимательными и начинаете распознавать необычные ситуации во сне, что повышает вероятность достижения осознанности. Еще одной эффективной техникой является метод прерывания сна акибацк-тёбет, когда вы просыпаетесь после нескольких часов сна и снова ложитесь спать с намерением сохранить осознанность. Исследования подтверждают, что этот метод значительно увеличивает шансы на осознанные сновидения, поскольку мозг оказывается в идеальном состоянии для сохранения сознания во время входа в REM-фазу. Что же может ожидать человека, регулярно практикующего осознанные сны? Во-первых, глубокое внутреннее преображение. Во-вторых, возможность исследовать собственную психику и сознание с необычайной точностью и ясностью. В-третьих, практическое улучшение навыков, способностей и креативности, которые начинают проявляться и в бодрствовании. И самое главное, осознанные сновидения дают человеку уникальный опыт свободы. В этом состоянии вы не ограничены законами физики и логики. Вы можете путешествовать, летать, создавать любые сценарии и ситуации, исследуя бесконечные грани своего сознания. Эти переживания способны дать мощнейший заряд вдохновения и внутреннего роста, расширяя границы того, что вы считали возможным в своей жизни. Таким образом, осознанные сны — это не просто необычный феномен, а мощнейший инструмент, соединяющий науку и мистику в одной точке. Используя эти знания, вы способны не только глубже понять природу собственного сознания, но и буквально изменить свою жизнь, открыв для себя совершенно новое измерение и возможности человеческого опыта. Готовы ли вы осознанно войти в этот удивительный мир, где реальность ограничивается лишь вашим намерением и воображением? Блок 3. Сновидение и предвидение. Может ли сон быть ключом к будущему? Изучая сознание и нейронауку на протяжении многих лет, я часто сталкивался с феноменами, которые не поддаются простому объяснению в рамках традиционных научных подходов. Среди них особое место занимают так называемые вещие сны или сновидения,
которое удивительным образом предсказывает будущее. В истории человечества существует немало подтвержденных свидетельств таких снов, и сегодня наука активно изучает этот феномен, пытаясь понять его природу и механизмы. Что же такое предвидение во сне с точки зрения нейронауки и мистического опыта, и каким образом это возможно? Сначала обратимся к научным фактам. Современные исследования, проведенные в крупнейших мировых институтах, таких как Институт сна в Стэнфорде и Лаборатория сознания в Гарварде, подтверждают, что мозг во сне способен не просто перерабатывать пережитый за день опыт, но и строить различные сценарии развития событий, выходящие далеко за рамки обычной логики. Одним из возможных научных объяснений вещих сновидений является так называемое бессознательное прогнозирование, при котором мозг использует накопленный опыт и интуитивные подсознательные процессы, чтобы смоделировать потенциальное будущее. Исследования показали, что мозг человека обладает невероятной способностью к подсознательному анализу множества факторов, которые сознание часто просто не успевает заметить. В состоянии сна, освобожденные от необходимости постоянно обрабатывать внешний поток информации, мозг способен в десятки раз эффективнее моделировать потенциальные сценарии развития событий. Эти модели нередко оказываются настолько точными, что человек, проснувшись, ощущает, будто ему действительно удалось заглянуть в будущее. Яркий пример такого рода сновидений – это знаменитый сон Авраама Линкольна о своей собственной смерти за несколько дней до его убийства. Другой широко известный случай произошел с писателем Марком Твеном, который увидел во сне подробности смерти своего брата, которые потом полностью совпали с реальными событиями. Научно подтвержденные случаи таких сновидений регулярно регистрируются психологами и нейробиологами по всему миру, и хотя механизмы их возникновения до сих пор полностью не изучены, сомнений в их реальности практически не остается. Многие ученые полагают, что феномен предвидения может быть связан с тем, что во сне сознание человека способно работать с информацией на уровне квантового восприятия, где привычные понятия времени и пространства теряют свою линейность. Согласно гипотезе квантового сознания, разработанной Роджером Пенроузом и Стюартом Хаммераффом, человеческий мозг в состоянии сна способен взаимодействовать с квантовыми полями, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, а не последовательно, как принято считать. Кроме того, нейробиологи обнаружили, что во время REM-фазы сна значительно усиливается активность гиппокампа и миндалевидного тела, областей мозга, отвечающих за эмоциональную память и интуитивное восприятие информации. Именно эти области играют важнейшую роль в распознавании тонких эмоциональных и подсознательных сигналов, которые обычно недоступны в состоянии бодрствования. Такое состояние мозга может давать человеку возможность почувствовать грядущие события на глубоко интуитивном уровне, что и проявляется затем в виде пророческих сновидений. С точки зрения мистического опыта и духовных традиций, сновидения всегда рассматривались как особое состояние сознания, в котором человек способен соприкасаться с более глубокими и тонкими уровнями реальности. В традициях шаманизма, буддизма и даосизма сон считался мощным инструментом получения информации о будущем и даже о скрытых аспектах текущей реальности. Эти традиции утверждают, что в состоянии сна человек имеет доступ к информационным полям, которые содержат все возможные варианты будущих событий, и через определенную практику можно научиться воспринимать эту информацию и использовать ее осознанно. Существует множество практических техник, как научных, так и мистических, которые помогают развить способность к предвидению во сне. Среди них ведение дневников сновидений, настрой на получение информации перед сном, медитация и специальные визуализации, направленные на запрос информации о конкретном событии или решении определенной задачи.
Чем больше вы тренируетесь, тем выше становится ваша чувствительность к интуитивной информации и способность использовать потенциал сна для получения ответов на важные вопросы жизни. Важно отметить, что современные ученые все чаще признают необходимость объединения научного и мистического подходов для полноценного изучения этого феномена. Такие дисциплины, как трансперсональная психология и квантовая теория сознания, сегодня уже не рассматривают вещи и сны и предвидения как нечто сверхъестественное или ненаучное. Наоборот, исследователи подчеркивают, что именно комплексный подход, соединяющий строгие нейробиологические исследования с глубоким духовным осмыслением, способен дать наиболее полное и точное объяснение этому феномену. Таким образом, вещи и сны не просто удивительный феномен, это настоящий ключ к пониманию скрытых возможностей человеческого сознания и мозга. Они демонстрируют, что сознание человека гораздо глубже и сложнее, чем принято считать, и способны открыть нам новые горизонты понимания себя и реальности вокруг. Чем больше мы исследуем этот феномен, тем ближе мы подходим к раскрытию самой сути того, как устроен наш разум и как сознание способно выходить за рамки привычного представления о времени и пространстве. Готовы ли вы начать исследовать свои сновидения как инструмент для доступа к будущему и скрытым истинам своей жизни? Ведь, возможно, именно сейчас ваше сознание открыто для того, чтобы увидеть реальность в совершенно новом свете. Блок 4. Сон как портал, путешествие сознания за пределы физической реальности. За годы исследований сознания и нейронауки я убедился в том, что сон представляет собой гораздо больше, чем просто физиологический отдых или обработка дневной информации мозгом. Сон способен открывать перед нами двери к совершенно новым состояниям сознания, позволяющим путешествовать за пределы привычной физической реальности и исследовать неизвестные области человеческого опыта. Среди таких состояний особое место занимают феномены выхода из тела, внетелесный опыт и астральные путешествия, которые были описаны во многих духовных и мистических традициях и сегодня тщательно изучаются современной наукой. С точки зрения нейробиологии, феномен выхода из тела или внетелесный опыт Out of Body Experience (OBE) представляет собой переживание, при котором человек ощущает, что его сознание или «я» находится вне физического тела, часто паря над ним или наблюдая со стороны. Эти состояния, как показывают исследования, чаще всего происходят в фазах перехода между сном и бодрствованием, гипнагогические или гипнопомпические состояния, или в периоды сильного эмоционального и физического стресса. Согласно нейронаучным теориям, внетелесный опыт возникает из-за временного нарушения связи между зонами мозга, отвечающими за интеграцию телесных ощущений и пространственного восприятия. В 2002 году ученые из Женевского университета во главе с нейробиологом Олафом Бланке смогли экспериментально индуцировать внетелесные ощущения, стимулируя определенные области височно-теменной зоны мозга. Это открытие показало, что переживания выхода из тела имеют реальную нейрофизиологическую основу и не являются плодом воображения или психическим расстройством. Однако, несмотря на четкие научные объяснения, феномен OBE продолжает хранить загадки, которые не укладываются полностью в материалистическую модель восприятия мира. Одной из самых впечатляющих особенностей внетелесных переживаний является их потрясающая реалистичность и эмоциональная насыщенность. Люди, пережившие такие состояния, почти единогласно утверждают, что они намного ярче и интенсивнее любой обычной реальности. Кроме того, многие переживают уникальные ситуации, когда их сознание, выйдя за пределы тела, способно видеть и слышать происходящее на расстоянии, что позднее находит подтверждение в реальной жизни.
Подобное переживание тщательно документируется исследователями, и хотя споры вокруг их объективности продолжаются, полностью объяснить этот феномен с позиции традиционной науки пока не удается. В духовных и мистических традициях внетелесный опыт трактуется иначе. В этих подходах считается, что сознание человека способно существовать независимо от физического тела и временно покидать его в процессе сна или глубоких медитативных состояний. Например, в тибетском буддизме и древней египетской традиции активно использовались техники астральных путешествий, позволяющих сознательно перемещаться в духовных измерениях и исследовать тонкие уровни реальности. Согласно этим учениям, сознание человека является бессмертным, способным свободно перемещаться между мирами и уровнями бытия. Что это значит для нас сегодня, и почему подобные феномены так важны для нашего развития и понимания себя? Практика сознательных путешествий вне тела открывает уникальные возможности для личностного и духовного роста. Многие люди, регулярно практикующие подобное состояние, сообщают о глубоких трансформациях личности, потере страха, смерти и расширении восприятия собственной жизни. Переживание выхода за пределы физического тела позволяет человеку увидеть себя и мир с совершенно новой точки зрения, глубоко переосмыслить свое предназначение и место в этом мире. Существуют также научно обоснованные методы, позволяющие безопасно и эффективно достичь состояния внетелесного опыта. Одной из таких техник является метод осознанного погружения в состояние сна, Океиндучет Lucid Dream Oil. Практика ОЭД подразумевает сохранение осознанности при засыпании, когда тело погружается в сон, а разум остается полностью активным. В таких условиях многие люди спонтанно переживают ощущение отделения от тела и могут начать сознательно управлять своими перемещениями. Другим методом является практика глубоких медитаций и специальных визуализаций, направленных на сознательное разделение сознания и тела. Медитация позволяет тренировать осознание себя как наблюдателя, который способен отделиться от телесных ощущений и восприятий. Регулярная практика медитации существенно увеличивает вероятность возникновения спонтанных внетелесных переживаний, а также делает такие состояния контролируемыми и безопасными. Но какой бы метод вы ни выбрали, важно подходить к таким практикам осознанно и ответственно. Переживание внетелесного опыта требует от человека внутренней подготовки и эмоциональной устойчивости. Начинающим рекомендуется вести дневник своих состояний, тщательно фиксировать переживания и постепенно привыкать к необычным состояниям сознания. Также полезно общаться с людьми, имеющими опыт подобных переживаний, и опираться на проверенные источники информации и учителей, способных дать необходимые советы и поддержку. Современная нейронаука все больше приходит к осознанию того, что сознание человека намного сложнее и шире, чем предполагалось ранее. Исследования в области внетелесного опыта, астральных путешествий и других измененных состояний сознания показывают, что наш разум способен функционировать на уровнях, которые выходят за пределы стандартной физической модели восприятия мира. Возможно, именно через эти состояния человечество постепенно приходит к новому, более глубокому пониманию природы реальности и самих себя. Готовы ли вы сделать первый шаг к осознанному путешествию за пределы физической реальности? Сны и внетелесные переживания могут стать для вас уникальным инструментом для познания не только мира вокруг, но и самых глубинных аспектов вашего собственного сознания. Осмелитесь ли вы открыть эту дверь и увидеть свою жизнь и реальность совершенно иначе?